Hello everybody. So we made the digital gauges for over the year already, and there is a O-ring installed there, and as all rings are temporary, so time to time they need to be replaced because of the high pressure and so on. And I monitor the forums, both Russians and English, and I see that some people have the problem with that O-ring under the sensor. So I'd like to show you now how to change the O-ring under the sensor and how to change the battery, just for example. Okay, let's go. Итак, первое. Сняли манометр. Вот здесь у нас заклеено отверстие для съема крышки. Аккуратненько его отклеиваем. Берем шприц без иголки, 5 кубиков. Вытаскиваем поршень, вставляем и резким движением подаем туда воздух. Движение было очень резкое. Значит, что важно, крышечку брать только так. Нельзя ее брать с обратной стороны. Вот у нас сейчас она на пол упала, я ее обязательно протру перед тем, как поставить обратно. То есть вы сняли крышку и перевернули, положили, пусть она лежит. Следующее. Вам нужно снять платку. Делать это очень аккуратно. Вот здесь есть несколько, вот где углы, есть несколько отверстий. Вот здесь, здесь, здесь. Берете тоненькую иголочку и аккуратненько наверх вытягиваете ее. Отгибаем. Под язычок зацепляемся. Батарейку сняли. И обратно также под язычок завели и поставили. Так, теперь специальный ключик у нас с прорезью. Заводим в провода. Ставим. Поставили. И зажимаем. Есть. А в ту сторону откручиваю. Угу. Так. Таскиваем. Ага. Я забыл, что мне показать надо. Так, откручиваем гайку. И вот у нас здесь на сосочке стоит резиночка. Вот это. Ой, какой размер резинки у нас этот? Андрей Павлович, резинка под датчиком какого размера? 3 на 1? 3 на 1. Ага. Значит, резинка вот это 3 на 1. То есть 3 это внутренний диаметр, 1 это тор. Соответственно, меняете эту резинку. Не забудьте, как обычно, ее смазать силиконом. Так как она у нас новая, мы ее ставим обратно. Одели. Берем сенсор. Смотрим, чтобы здесь не было мусора никакого, ничего. Ставим сенсор. И ставим гайку. Так, сенсор на место. Все, поставили на место.
Эта зараза его поднимает. Ладно, сейчас закрутим. И гаечку аккуратненько наживляем. Сенсору деться некуда. Мы когда гаечку наживим, подожмем ее. Сенсор на место встанет. Все. Поставили на место. Заводим провода в щель ключа. Поставили на пины. Зажали и ключиком поджали. Есть. Снимаем провода, аккуратненько выводим. Вытащили. Проверяем, все ли у нас работает. Работает. Обратите внимание, что в связи с тем, так как мы сняли сенсор, а он был зажат каким-то моментом и откалиброван на этом моменте, мы сейчас сенсор сняли и поставили обратно, и закрутили. И мы другим моментом закрутили, а каким точно мы не знаем. И для этого в меню есть сброс на 0. То есть после того, как вы заменили резинку, нужно сбросить P0 сделать. Сейчас мы поставим все на место опять, и я покажу, как в меню это сделать. Ну, соответственно, у нас вот здесь резиночка. Проверяете, чтобы она целенькая была. Вот здесь по краю платы идет вокруг резинка. Значит, подгибаем провода. Старайтесь вот эти контакты пальцами не трогать. И аккуратненько заводим схему внутрь. Все, поставили. Угу. Так как у нас крышечка упала, у нас вот есть здесь спирт. Ой, течет. Значит, крышку протерли спиртом. Дали высохнуть. Сейчас пока подсохнет. Подсохнет крышка. Поставим на место. И вот все, что мы руками трогали здесь, тоже все вытерем. Контакты. Все спиртом. Все как любят наши русские мужики. Обработать спиртом. А как они обрабатывают спиртом? Так, значит, смотрим окошечко, все совпадает. И совмещаем окошечко, захлопываем крышечку. Все, вроде поставил. Так, теперь идем в меню. Ага, не поставил. Идем в меню. Так, минимум. Я уже забыл, как работать, сейчас вспомню. Это же интуитивное меню. По минимум. Так, подожди, сейчас. С интуицией что-то у меня ничего не получается. По минимум, да. Нам это не нужно. Секунду. Надо почитать инструкцию.
Как в этом? Мне посоветовали, что в инструкции первые слова должны быть такими. Когда ты открываешь инструкцию, на первой странице написано: что сломал? Теперь читай. Сейчас я почитаю инструкцию. Подождите, ну блин, как же так-то? Я же разработчик. Я же должен помнить. Удерживать надо. Сейчас, секунду. Я разобрусь. Я разберусь обязательно. Нет. Ага, нашел. Поехали. Так, смотрите. Идем в меню. Здесь другая логика просто, не как в обычной менюшке. Дожидаемся первого значения и удерживаем. И удерживая, переходим в нужный пункт меню. Set minimum, set zero. Окей. Сейчас. Нет, не поставил zero. Надо ждать, точно. Вот логика такова, ждать надо. Set minimum, set zero. Окей, ждем. Она выйдет и обнулится. Все, окей, обнулилось. Значит, сейчас он должно меньше 5 показывать. Все, отлично. То есть понятно, да? Ну и заклеивайте опять это отверстие, чтобы оно защищало от влаги. То есть понятно, делайте все аккуратненько, не торопясь. Единственная проблема — это, конечно, специальный ключ. Есть у нас они. Дорого стоят, эксклюзив страшный. Могу продать. Ну, в принципе, у представителей есть, вы можете эту резинку представителя менять. Ну, а рукастые парни, а я знаю, что рукастые парни есть и в России, и за рубежом, могут это сделать сами. То есть самое главное здесь не торопиться, не оторвать ничего. Все очень просто. Спасибо, пока. Чё? Все? Все. Смотри, одну штуку. Чего? Я винтовки же не собираю сам, я же руководитель, руками вожу. А мне сборщики подсказали: Эдик, ты мудак, ты не сказал самое главное. Значит, центровка экрана делается на винтовке. То есть у вас плата, когда еще на проводах болтается, вы манометр в винтовку вкрутили и повернули так, как вам надо. Ну, это для перфекционистов, у кого яйца должны на одном уровне висеть. И воткнули ее так, как вам нужно. И только после этого ставите экран. Все.